Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Когда на планы денег нету, они становятся мечтой. Ну а старые джинсы всегда найдутся. И не надо откладывать планы на неопределенное будущее. Будем шить сейчас. Для начала нам понадобится выкройка. Нашла я ее в интернете и перерисовала себе. Окружность головы 56. Выкройка рабочая, но мне пришлось убирать высоту, поэтому учтите этот момент. Хочется сделать вещь необычную, немного хулиганскую и задорную. Летний веселый вариант. Джинсовая ткань прекрасно подойдет. Всем любителям фыркать сразу сообщаю, что это новые, неношенные джинсы. Это отходы со швейной фабрики. Там брак режут и продают на вес. Раскладываем наши детали, обрисовываем их и вырезаем. Учтите, что детали идут со сгибом. Проверяем и считаем количество деталей. Донышко – одна деталь из джинсы, одна из ткани для подкладки. Боковые детали – две длинные детали из джинсы и две из подкладки. Тулья – 4 джинсовых деталей. Перед началом работы детали надо продублировать флизелином, чтобы панама лучше держала форму. Проклеиваем донышко, 2 боковые детали и 2 детали тульи. Хочется добавить немного декора в наше произведение. У меня нашлись всякие джинсовые вкусняшки. Обрезки с интересной окраской, шлевки, нашивки. Поиграем с ними. Укладываем эти элементы в нужные места и пришиваем их на швейной машинке. Делаем двойную строчку. Края оставляем открытыми. Их можно будет потом немного распушить, придать потрепанный вид. В общем, здесь простор для вашего творчества. Когда с декором разобрались, приступаем к соединению деталей. Первым делом сшиваем в кольцо детали боковой стороны. Шов накладной с одним открытым срезом. Сначала складываем детали вместе, лицом к лицу, но одна деталь немного выступает за край другой. Прокладываем строчку. Затем соединение разворачиваем и прошиваем еще раз, закрепляем его. Показываю, как будем присоединять донышко к боковой стороне. Сначала найдем середины противоположных сторон, отметим их. Затем совместим метки на донышке с метками на боковых частях. Заколем их булавочками. Можно сначала прошить иголкой с ниткой, а уже потом прошить это соединение на швейной машинке. Просматриваем шов и по краю делаем надсечки. После этого отстрачиваем шов.
Когда готова верхняя часть панамки, приступаем к изготовлению внутренней подкладки и собираем тулью. 2 детали тульи собираем в кольцо, складываем вместе лицом к лицу и прошиваем. После этого делаем надсечки шва. Соединение разворачиваем и отстрачиваем. Это тулья панамки. Она должна быть плотная. Поэтому мы ее всю прошиваем параллельными строчками на ширину лапки. Теперь соединим верх панамки с тульей. Сначала выравниваем, закалываем булавочками, потом можно прошить иголкой с ниткой. Вот на этом этапе обязательно меряйте панамку, регулируйте глубину посадки. В готовую панамку надо вшить подкладку. Сделать это хоть и сложно, но можно. Внимательно смотрите за действиями на экране. Подкладку мы пришиваем вокруг внутреннего соединения. При шитье у нас вся панамка потихоньку собирается внутри подкладки. Оставляем небольшое отверстие для выворачивания. А чтобы вывернуть, нужны особые суперспособности, но мы с этим справились. Остается только зашить оставшиеся отверстия и проложить отделочную строчку. По идее, надо бы внутрь вшить в ленту, закрыть этот шов. Но что-то ничего подходящего в своих запасах я не нашла. Но и так панамка получилась очень интересная. Кстати, я немного ошиблась. Она получилась довольно плотная и теплая. Подойдет и на раннюю осень. Можно гулять и красоваться. Все внимание прохожих вам обеспечено. Все дело в шляпе. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. А чтобы не потеряться на просторах интернета, обязательно подпишитесь на все мои соцсети. Группу ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.